Привет, друзья, привет, подписчики, привет, гости моего канала. Сегодня видос в таком немножко в новом формате. Кстати, напишите обязательно в комментах, как вам такой формат видео. Как вы уже поняли из названия ролика, в этом ролике речь пойдет о сроках и периодичности замены моторного масла вашего двигателя. Обязательно, друзья, досмотрите этот ролик до конца, и я уверен, вы для себя сделаете какие-то выводы и, может быть, почерпнете достаточно полезную информацию из этого ролика. Так, давайте же начнем. Приятного просмотра. Друзья, многие автолюбители совершенно справедливо могут заметить, что в мануале все сказано и не надо ничего придумывать. Сказано через 15 тысяч километров менять и меняем через 15 тысяч километров. Сказано через 10, меняем через 10. Все это, конечно, здорово, но есть одно большое но. Это наработка двигателя, не зависящая от пробега вашего автомобиля. Здесь, друзья, я прибегну к опыту своей трудовой деятельности, а непосредственно ремонту и обслуживанию карьерных машин. Сразу же, друзья, сделаю такую заметочку по наблюдению. Скажу, что промышленные двигатели, то есть двигатели, которые стоят на каких-то агрегатах, в том числе на карьерных машинах, с которыми я работаю, на тепловозах, теплоэлектростанциях, да, то есть на генераторных установках, они имеют большой ресурс. То есть на данный момент их не сравнить с автомобильными двигателями, которые ныне имеют ресурс порядка 200-300 тысяч километров, 300 это даже очень хорошо. Эти двигатели ходят, если перевести это в километраж, миллионы километров. То есть промышленность — это еще та отрасль, где инженерная мысль побеждает над мыслью маркетинга. Так вот, к чему я веду, друзья. Вот на этих агрегатах, на которых невозможно, да, привязать к километру пробега износ двигателя, там учет наработки и остаточного ресурса, и в том числе как метрика для технического обслуживания имеется такое понятие, как моточас. Многие, наверное, слышали это понятие. Я сейчас расскажу в двух словах, что это означает. Моточас, друзья, это такая внесистемная единица измерения наработки какого-либо оборудования. Не стоит его путать с обычным часом, то есть, казалось бы, да, то есть все понятно. Если двигатель 1 час там по времени отработал, то вот он моточас. Это с натяжкой так, но не совсем. Дело в том, что один моточас — это 1 час работы двигателя о номинальных оборотах. То есть, если мы для примера представим какой-нибудь дизель-генератор, который с помощью регулятора там определенную частоту вращения поддерживает, чтобы поддерживать заданную частоту питающего напряжения, да, то есть, которую он в сеть отдает, то есть 50 Гц. Для этого конечный вал вращается с частотой 3000 оборотов в минуту. Вот, соответственно, для него номинальные обороты 3000 оборотов, и за один астрономический час у него на счетчике натикает 1 моточас. То есть здесь все понятно. То есть если двигатель работает на оборотах ниже номинальных, то астрономический час с моточасом будут, соответственно, не соответствовать друг другу. Ну и наоборот, если двигатель работает выше уже номинальных оборотов, то есть на близких к предельным, износ двигателя происходит более интенсивно, и, соответственно, моточас у него короче. Здесь стоит сказать, что для двигателя автомобиля, если применять вот эту метрику моточас, да, где мы ее можем применить? Ее можно все-таки применить как более полно описывающую выработку ресурса двигателем в условиях, когда автомобиль не перемещается интенсивно по трассе, где-то на каких-то стабильных одних оборотах, да? А тогда, когда его скорость, средняя скорость мала, достаточно мала, но в то же время двигатель работает и в рваном режиме, то есть это пробки, да? Все мы помним пробку, когда у нас автомобильный поток движется медленно, с рывками, то разгон, то торможение. Километраж наматывается не так интенсивно, но выработка ресурса идет, и идет достаточно интенсивно. Смотрите, друзья, сейчас я на небольшом примере вам покажу, насколько все-таки показатель наработки по времени, то есть наработки моточасов двигателя более правильная единица для оценки остаточного ресурса и технического обслуживания двигателя, чем пробег в километраже. Возьмем для примера такой двигатель, ну я возьму со своей работы такой пример, дизельный двигатель 6D170 Komatsu.
То есть он ставится на бульдозеры, на фронтальные погрузчики и на прочую технику. Это рядный 6-цилиндровый дизель с диаметром цилиндра 170 мм. Так вот, данный дизель бывает с исполнением двух видов масляных поддонов. Один масляный поддон у него устанавливается на бульдозерах, потому что там технологически нужен пониже поддон. В него вмещается порядка 55-60 литров моторного масла, и есть исполнение с большим поддоном на 90 литров масла. Так вот, 90-литровым поддоном замена масла в нем происходит раз в 500 моточасов. В двигателе с поддоном в 60 литров происходит замена масла каждые 250 моточасов. В этом случае, друзья, все понятно, я думаю, да, то есть чем больше у нас объем чистого изначально масла, тем дольше оно у нас стареет. И поэтому периодичность замены здесь увеличена. Так вот, собственно, что я сделал. Здесь я что-то вот так решил пораскинуть мозгами. Взял вот этот двигатель в модификации, которая обслуживается раз в 250 часов. И прикинул, как зависит все-таки объем масла в поддоне двигателя от рабочего объема этого двигателя. Да? Рабочий объем этого дизеля составляет 23 литра, а объем масла в картере двигателя 60 литров. Соответственно, разделим 60 на 23, получим 2,6 литра моторного масла на каждый литр рабочего объема двигателя. И думаю, так, на каждый литр вот так вот мы получаем 2,6 литра масла, да, на каждый литр объема. А что если умножу на 1,6 на рабочий объем своего двигателя в своем автомобиле Lada Vesta SV Cross? Все это дело я перемножил, друзья, и получил цифру, не представляете, 4,16 литра. Для сведения, завод, то есть прямо в мануале на Lada Vesta с двигателем 1,6 требует заливать 4,1 литра. То есть я очень близко подошел к этой цифре. Конечно, вы можете сказать, что я это все подтянул за уши, но тем не менее, по крайней мере, какую-то близкую цифру я в этом случае получил. Так вот, друзья, в заключение ролика можно сделать вывод и посмотреть, что же получилось. Вот пришли мы с вами к цифре 250 моточасов, да? То есть я для себя определился, что я буду менять масло в своем автомобиле каждые 250 часов. Почему не километров? Да потому что машина за 250 часов может пройти разное количество километров, но масло за это время уже потеряет свои свойства. Если вы на нем проедете 500 часов, современные масла синтетические, да, но позволят вам это еще сделать. Но вы можете пройти и больше. Сейчас я вам покажу, как это происходит. На многих современных автомобилях, друзья, в бортовом компьютере имеется такой показатель, очень важный в данном случае. Это средняя скорость передвижения. Так вот, если вы житель мегаполиса и часто стоите в пробках, да, то есть часто ваша скорость не очень высокое передвижение, и вы посмотрите на этот показатель, вы удивитесь, насколько низкая ваша средняя скорость. Я, живя в небольшом провинциальном городе, и то редко, когда средняя скорость поднимается выше 30-35 км в час. Надо понимать, что автомобиль стоит на светофорах, автомобиль прогревается, стоит на парковке и прочие остановки, все это компьютер считает, то есть двигатель у вас в это время молотит, причем бывает молотит на холодную, бывает в рваном режиме, в режиме ускорений, то есть и его обороты постоянно скачут. Так вот, давайте рассчитаем, сколько же ваш автомобиль пройдет километров за 250 моточасов при средней скорости, скажем, 40 км в час, да? То есть перемножим эти 40 км в час на 250 часов и получим цифру 10 тысяч километров. То есть надо понимать, да, что это далеко не 15, которые нам заявляют чаще всего в современных автомобилях межсервисный интервал. То есть 5000 вы уже поедете сверху, это будет уже перепробег. И обратная сторона медали, друзья. А если вы гоняете между городами часто, да, то есть у вас большие трассовые пробеги, средняя скорость, скажем, у вас 80 км в час, это высокая средняя скорость, то за 250 вот этих часов ваш автомобиль пройдет аж 20 тысяч километров. То есть, и сказав, что вы раз в 20 тысяч меняете масло, кто-то
задумается: ого, ну там, наверное, гуталин. Нет, там не гуталин, просто двигатель работал при этих оборотах, при номинальных оборотах, ехал по трассе, преодолевал большее расстояние за этот вот час. Масло состарилось точно так же, как и в городе, но в городе оно состарилось за 10 тысяч километров и уже пришло в такое в некондиционное состояние, а за городом за 20 тысяч километров. Поэтому, друзья, оптимальный выход данной ситуации — всем поставить счетчик моточасов, как на тракторе. Конечно же, это шутка. Нет, друзья, смотрите сами, думайте сами, как говорится. Это было мое субъективное мнение, основанное на моем личном опыте, на опыте работы с большими двигателями. Да. Еще раз говорю, что двигатели-миллионники остались только в промышленности. Большие кубатурные моторы, ресурсные моторы, которых удельная мощность там была крайне низкая, там большой объем, все детали мощные и надежные, а мощность не такая большая, то есть на этот объем. Они уже канули в лету, то есть таких двигателей уже массовый автопром не производит. Надо с этим мириться. Поэтому, чтобы продлить жизнь своим коням, то есть нужно придерживаться каких-то разумных мнений. А в противном случае, накатывая по 15 тысяч километров в пробках, мы имеем потом гуталин под клапанной крышкой. Спасибо вам, друзья, за просмотр этого видеоролика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, если вам нравится тематика, которую я обозреваю на канале. Удачи вам на дорогах, всего доброго и пока-пока.